Привет-привет! Еще одно видео с распаковочкой. Вторая моя колода от Mystic Silk из Украины. Тоже должна быть матовая. Тоже должна быть довольно удобная. Тяжеленькие такие, что та была предыдущая, что эта. На эту колоду я тоже возлагаю большое количество надежд, потому что она должна быть как минимум очень красивой. Насколько она глубокая и с очевидными подсказками, ответами на вопросы, давайте сейчас посмотрим. Мы ее откроем. Так. Здесь карта просто так вложена. Mystic Silk просто с телефонами и обложечкой. Без... В прошлой колоде был QR-код там на какой-то паблик, в котором можно было что-то смотреть. Здесь у нас нет никакого QR-кода пока. Открываем. Еле подцепила. Коробочка гладкая очень, скользкая, глянцевая. Не достать было хвостик. Пустая, просто носочек, Mystic. Inside Tarot, Mystic Silk и английское описание. Здесь у нас карты и ничего дополнительного. То есть там была дополнительная карта, только одна, и та с просто телефонами для связи. Начинаем просматривать. Карта смерти у нас здесь. Перерождение и новая жизнь. Ну, собственно, да. Это дерево, где уже в гнезде разбитое яичко, и вылетела птичка туда, в портал. Человеку как будто бы плохо, но зато из него что-то переродилось. Шестерка жезлов. Молодец, надо полагать. Рыцарь жезлов. Все перемешано. Inspired by desire. Это он воодушевлен каким-то своим желанием. Вот у него эти огненные крылья, которые прям-таки толкают его вперед, что это он по инерции еще стоит, а эти крылья его прямо гонят вперед, прям выгибают. Пятерка кубков. Исцеление слезами. Она плачет и переживает, у нее там какая-то темень в голове, но зато от того, что она плачет, становится хорошо птичке, и этим можно кому-то помочь. Ну вот глубина какая-то есть в этих арканах, какой-то внутренний смысл, если каждый порассматривать, углубиться вот в это описание. Не знаю, как это работает в моменте в раскладах, там же раскладываешь несколько карт, и они должны, с одной стороны, быстро взаимодействовать и быстро давать тебе какую-то картинку, а с другой стороны, пока ты сообразишь, про что эта конкретная карта и какие у нее глубокие смыслы и какие у нее глубокие символы внутри, эти все как будто в триаде, там, например, нужно рассмотреть все три карты понять, а потом еще соединить. То есть, мне кажется, это будет удлинять очень расклад. Но может быть, на какие-то прямо существенные вопросы можно будет отвечать 2-3 картами. Прямо это будет целая картинка всей ситуации. Твой мозг – это настоящий бог. Мозг, а сознание твое – это туз мечей у нас. Когда идея в твоей голове – это действительно богически. Тройка пентаклей. Работа для development – это разработка. Для создания, наверное, чего-то. Она как дерево старалась, выращивала эти веточки, холила, лелеяла, и вот у нее получились какие-то лепесточки. Как будто бы работала и получила результат своей работы. 10-е колесо фортуны. Тяжело ему. Такой себе шанс. Кармическая ноша, кармическая тяжесть какая-то. Temptation. Temptation – это у нас тоже дьявол, да? У нас там вначале уже же был дьявол. То есть здесь... это смерть была, да? Это у нас дьявол, и это искушение. А здесь написано вечное... Ой, знаю слово, да перевести не каждое могу. Ну, вроде как temptation, да. Вечное какое-то соблазнение. Двойка жезлов. Вспышка и контакт. Искра какая-то между двумя. Туз кубков. Водичку тебе, и вот там чуть-чуть даже предлагают тебе эти чувства. Здесь написано «твои чувства» – это настоящий бог. Там было сознание в мечах, а в кубках это чувство. Это самое главное, что в тебе есть. Королева мечей – это заботливая осознанность.
И вот она обнимает эту птичку и заботится о ней очень сильно. Хотя сама выглядит колючей, жестокой. Но как-то вот она такую маску для себя сделала. С помощью этих своих свойств и особенностей она может спасти птичку, позаботиться о ней. Рыцарь Пентаклей – это держитесь крепче. Он прямо ее на руки взял, и прямо они сплелись. Есть карта «Да». Закон и слепая мораль. Это у нас иерофант. Интересно. Закон и слепая мораль. То есть это не юстиция, это у нас иерофант. Закон и слепая мораль. Хорошо. Луна! Мамочка! Я ее, наверное, отсканирую и поставлю себе на обложку телефона. Вы посмотрите на эту луну. Инстинкты и страхи. И здесь-то какие-то цвета. И здесь она больше бежевая. Глаз голубой человеческий, а там глаз такой, как будто ты немножко ящерка и немножко какое-то такое подземное. В голове у тебя луна, сомнения, темнота и что-то там. Боже мой, что за луна? Вот это да! Ай, какая красота! Королева жезлов. Уверенность в себе. Self-will. А какой еще бывает will? Чужой? Это воля. Воля и уверенность. Решительность, прямо скажем. Maiden of Cups. Maiden у нас кто? Queen у нас была, значит, это не королева. Это у нас... Maiden это у нас... Это как ее? Не помощница, а как... Которые в домах уборки делают. И не рыцарь. У нас же был рыцарь. Что-то я уже запуталась. У нас паж был или рыцарь? Рыцарь у нас был, вот, Knight of Wands. У нас рыцарь был. Рыцарь, рыцарь, рыцарь. Королева. Еще один рыцарь. Еще одна королева. То есть это у нас паж. Это прям-таки у нас какой-то ученик, наверное. Восхищение миром. Это у нас паж кубков, который очарован, и все-то ему нравится. И весь мир прекрасен. Девятка мечей. Тяжесть собственных идей. Вот это да, сам себя напугиваешь, сам себе идеи фантазируешь, сам себе тяжесть придумываешь. Девятка пентаклей. Сезон урожая. Все у тебя есть, яблоко. Ты сам себе это яблоко сам его вырастил, сам его взял, сам себе хочешь бери, не хочу не бери. Восьмерка пентаклей. Демонстрация профессионализма. Работа. Кому он что здесь демонстрирует? Сидит и просто смотрит на этот цветочек. В чем противостояние, интересно? И кому он что демонстрирует в данном случае? Маг. Ух, прям маг. Свет внутреннего сознания, вечного сознания. То есть достаточно просто захотеть. Маги они такие. Прям хочу и могу. И вот это вот. И с этим факелом побежал вперед. Сила. Красивый. Красивый. Какой бы страшный ни был, у него там и крылья, и рога эти непонятные, и еще что-то. А он прям такой какой-то выглядит заботливым, таким внимательным. Цветочек у него. Он так аккуратненько его на ладошке держит. Девятка жезлов. Лучшая защита. В данном случае не нападение, а просто лучшая защита. Просто как будто если оградить, то там внутри тебе поспокойнее и поуютнее. И все наружные бури будут не так сильно тебя беспокоить. Семерка кубков. Мечты об обычном мужчине. Это что такое? Что такое обычный мужчина? Common man, это у нас что такое? Кто знает английский язык? Что такое common man? Какая-то в смысле она здесь сидит и она даже не просто мечтает о мужчине, как она об обычном мужчине мечтает, не о каком-то там каком-то, а об обычном. Мне самый простой среднестатистический подойдет. Смешно. Шестерка кубков, ностальгия и нежность. Ностальгического ничего не вижу, но нежность там есть, да. Каким-то образом в это дупло попало немножко воды, и теперь там даже поселилась кувшинка. И это дупло, как будто бы тут даже лицо какое-то вот с усами, с носом. И он прям заботится, он прям ее так оберегает, да, вот как-то вот такой. У меня теперь кувшиночка есть. Очень хорошо. И ностальгия. В чем ностальгия? Он эту кувшиночку давно растил, что ли? Или это ностальгия, потому что здесь вот засушенное какое-то пространство, что как будто здесь когда-то была вода, и как будто нам здесь когда-то было хорошо, а сейчас вот от этого от всего остался маленький кусочек воды и одна маленькая несчастная кувшинка, которую хочется сберечь, потому что все остальное уже высохло и потрескалось.
Тройка мечей. Болезненное недопонимание. И сердце там треснуло, и здесь между вами треснуло, и вы сидите и даже поговорить не знаете о чем, потому что misunderstanding. Понимаю, понимаю. Четверка пентаклей. Жизнь во тьме. Почему? Тебя так сильно удерживает что-то. На твоем теперешнем месте ты вот настолько уже там, что аж корни пустил, и не видишь, что там впереди путь к свету, и там может быть лучше гораздо, чем здесь. Почему это жизнь в темноте? Почему ты чего-то не понимаешь? По четверке пентаклей люди вполне себе понимают, в каком они состоянии находятся. Они просто не хотят двигаться дальше. Это такая стабильность, которая следующим шагом вызывает страх. И они как будто бы не хотят или как будто боятся. Но это же не значит, что они живут в темноте и не понимают своего положения. Интересная карта. Так, а это вот у нас справедливость. В чем справедливость? Триумф правды. Значит, это все-таки не юстиция, значит, это все-таки справедливость. И тогда, значит, у нас даже из противогаза может вырасти что-то полезное, какой-то росточек. Давно этот противогаз там лежит, и весь уже состарился, и весь уже заржавел, и через него даже новая жизнь какая-то проистекает. Как все равно зря он там лежал. Странно. Умеренность, баланс и устойчивость. Устойчивость и баланс. Красивая. У нее огонь в руках, что она балансирует. Был бы у нее огонь и вода, и вот она бы там пыталась как-то это все дело урегулировать. Тройка жезлов. Женщина пытается родить, но еще пока нет. Ты еще пока вынашиваешь и планируешь. Это тройка жезлов. И скоро из тебя произойдет какая-то реализация твоих желаний. Двойка кубков, вот они встретились. Через какие-то ленточки, через какие-то розовые очки они встретились, и какое-то первое впечатление друг на друга производят. Король мечей. Сила мысли. Это он фантазирует, что он хочет быть, как этот орел, или он выпустил себя, и как будто бы его мысли там powerful очень сильно. Ты отпускаешь свою мысль, и она уносит тебя куда-то, и там разворачивается в полной своей мощи. Это как во сне, например, бывает, или в какой-то медитации, когда ты как будто выходишь из себя, и там прям-таки раскрываешься по полной программе. Туз пентаклей. В данном случае настоящий бог – это природа, где из глубины что-то может вырасти и преобразоваться. Так, карта нет, тоже будет нам отвечать. Любовники слушают друг друга хотя бы. Найдите себя в другом. Вот они ищут там, прислушиваются, где там совпадение в мыслях у нас. Суд. Ой, из него плохого, злого, там какие-то маски, у этого тоже какой-то клюв, а из тебя выходит наружу настоящая твоя суть. Это освобождение души. Вот как. Освобождение души. Как будто бы форма, какая бы она ни была, больше тебя не сдерживает. И теперь ты полностью свободен, полностью открыт и полностью идешь вот на свет туда, в открытие правды. Ну, тоже честность какая есть. Так, это у нас паж, да? Паж жезлов. Страсть и страсть. В хорошем и в плохом смысле этого слова. Ласт – это такое страстное желание сексуальное. Прям-таки голова горит и все тело поджигает. Прям хочу, не могу. Ну, пажи они такие, да, они прям, хотя как дети вообще. Вот захотел, ногой топнул, буду делать. Королева кубков, какая красивая. Они здесь рыба с открытым ртом должна пугать теоретически. Глубины сердца. Самое глубокое, что есть. И тут какие-то капельки, то есть она под водой еще. Она вот вся вот в этих ракушках, вот в этих вот каких-то кораллах, вся обросла тем, чем обрастает обычно, когда ты долго под водой. Десятка мечей. Ой, все. Неудачи и потери. Что это у него в руках такое? Оно явно кровит, но похоже, как будто на яйцо какое-то большое. Что это у него? Это явно не сердце. Что-то у него там болит очень сильно. И он по этому поводу сильно-сильно расстроен. Плохо вижу. Десятка пентаклей. Благосостояние семьи. Вот у вас, пожалуйста, семья и полноценная, и все у вас в порядке. А там у вас гнездо и яички, потому что у этой семьи есть продолжение. Король пентаклей. Стабильность и принятие. Все он такой в дзене, да? Глаза закрыты, что-то мыслит такой. Пентаклевые люди не спешащие, такие усидчивые.
стабильные. Жрица. Высшая мудрость. Ну да. И тут как будто сова, не сова какая-то с крыльями, но лицо такое не совиное. Что-то там. Вот высшая прямо мудрость. И на отпечатки этого Роршаха похоже. Какая-то она такая, как пятно чернильное. Если разлить, то какое-то симметрично-несимметричное. Вот еще один дьявол. Вот помните, там у нас была девушка со змеей. Она называлась Temptation. А это называется уже прям-таки дьявол. Incinerating sin. Это у нас грех, а грех не помню какой. Incinerating. Какой-то тебя поглощающий, что ли, или испепеляющий какой-то. Вот у него глаза, и он это перышко прям поджигает, и перышко тлеет потихонечку под пристальным взором. Второй дьявол в колоде. Второй дьявол и две вот эти дополнительные карты. Восьмерка жезлов. Какой единорог. Инициатива и скорость. Ну, в смысле, скорость и инициатива. И прямо с места в карьер такой огненный весь. Восьмерка кубков. Раздел и уход. Расщепление и уход. Уход. Ну, по восьмерке кубков, да, уход, а расщепление, разделение, рассыпание. Здесь вот как-то слабо напоминает фигуру человека, который как будто вываливается из этой вот, отделяется от этой скалы и отваливается от нее. Как будто с трудом ему это достается, как будто приходится разламывать свою основу для того, чтобы двинуться вперед. Потому что такое ощущение, вот, кстати, я сейчас присмотрелась, такое ощущение, что вот эта скала – это много-много-много-много-много людей. Вот смотрите, они здесь в головы сверху в плащах, и как будто это вот какие-то люди, которые вплотную так стоят, и так давно они там стоят, и так они уже прямо закостенели, закаменели. Тут вот человек какой-то с рукой, какие-то головы, они такую большую конструкцию прямо сплотились и превратились, и это один большой камень недвижимый. А вот этому прям-таки надо оттуда вырваться, и прям это все разламывается, рассыпается камнепадом, и он оттуда как выдирает сам себя из этой стабильной какой-то конструкции, и она ломается, и он тоже частями только. Но вот обязательно ему надо оттуда выйти. У него такая потребность есть. Тройка кубков. Ну, не похоже на девушек, да? Friendly Unity. Это такое дружеское объединение. Лица у них, прямо скажем, глазницы пустые. Они все такие синие, напряженные, но дружески объединились. Тоже такая карта. Четверка мечей. Сидит. Глубокие мысли это называется. Вот у нее там топор. Кто-то пришел рубить это дерево. Предположу, что не девушка в длинном вечернем платье, но кто-то пришел рубить дерево, топор оставил, а она пока сидит, думает. Видимо, дерево ее убедило, может, она пришла его срубить, а оно такое: нет, давай посидим, подумаем все-таки. Может быть, это опрометчивый шаг. Может быть, пока рубить не надо. И села, и прямо-таки там какое-то вот происходит осознание. Пятерка пентаклей. Как его прямо очень хочется ему остаться на месте. Ossification in the material. Что такое ossification, я прямо скажу, не знаю. Первый раз с этим словом сталкиваюсь. Но то, что он в материальном то ли застрял, то ли заскоруз, то ли вот и было-то у него когда-то это движение, да, но только он застыл в нем и уже прям превратился в живую статую, уже даже птички на него садятся, уже там деревья на нем, какие-то листья начинают расти. Он уже так давно остановил это свое движение, что прям-таки вмерз в эту позу. По пятерке пентаклей надо дальше двигаться, иначе кризис, иначе ты стоишь на месте и ничего не происходит. О, ледер. Семерка. Дорога к цели. Это у нас лестница. Ну, дорога к цели, да. Мир. Гармония и integrity. Это благородство. Там у нее в мозгах, как в сознании, спокойно. Спокойно, комфортно, уравновешенно, стабильно. Успокоилась, в гармонию вошла. Все хорошо. Ни ветерка, ни задоринки. Спокойный, тихий пляж, солнце светит, все красиво. Король жезлов. Возможность реализации. То есть он не только просто хочет, но еще и может это реализовать. Из него это желание выходит уже в какой-то форме объективной.
Сам он такой достаточно, весь он каменный, весь он такой стабильный, наверное, устойчивый. Но при этом, если что желает, то из него прям выплескивается и уже с готовым решением. Король кубков тоже под водой. Это контроль эмоций у нас. Посмотрите, король единственный из кубков умеет свои эмоции контролировать. Королева их осознает, а король контролирует. Умеет в нужный момент их выразить. Суровый такой мужчина. Прям-таки сейчас пока не рыпается, сейчас не время, сейчас дергаться, я контролирую. Даже если я чем-то недоволен, пока рано действовать. Да, такой меньше эмоциональный, больше контролирующий свои желания. Двойка мечей. Вечные сомнения. Что такое страйф? Сомнения или споры внутренние какие-то? Потому что опять белая птица, черная птица, и обе хотят в это гнездо, и непонятно, кто победит, а он такой сидит и ждет, да какая же уже наконец мысль победит в моей голове. Потому что у обеих вроде как и шансы есть, и возможности. Паж Пентаклей. Ценности и красота. Нам красиво, очень по-летнему. Персоналити. Это что за карта такая? Ничего не значит. Персоналити. Выделяйся из толпы, да? Выделяйся из толпы, будь другим, будь не таким, как все. Как на 8 кубков, да, человек прям-таки отрывался от этого всего коллектива такого сплоченного и хотел быть сам собой. Зачем-то ему надо было выйти. Вот здесь тебе это предлагают. В карте персоналити называется. Лосинка к нам пришла в гости. Императрица, мать природа, птичка. Она сама является этим деревом, сама является этими листьями, и птичка ей песенку поет. Башня. Божечки, какая башня. Время и разрушение. В башне, да, со временем это все разрушается. Ай, какая башня. Какая красота, не могушечки. 7 жезлов. Спокойствие в защите. Неспокойствие. Что у нас Serenity? Какое-то что-то между спокойствием и стабильностью. Какое-то слово, оно у меня все время из головы вылетает. Serenity назывался корабль, на котором летали в космос в «Светлячке». В сериале «Светлячок», совершенно канонический сериал, у них космический корабль Serenity назывался. Они там с планеты на планету перелетали и всяческие приключения себе, нагуливали на разнообразные точки организма. И вот я знаю, что такое Serenity, но сейчас не вспомню. Вечно из меня вылетает это слово. Но и тем не менее в защите. Вот что бы ни происходило, оно в защите. Больше если посидеть, подумать и позащищаться. Вот он спиной повернулся к этим бурям, к расстройствам, там на него что-то нападает, а ты стоишь за стеной, поддерживаешь эту стену своей спиной и прям выдерживаешь здесь свое такое спокойное состояние. 9 кубков. Спокоен, несмотря ни на что. Да, вот что бы ни происходило, у тебя это есть, у тебя эти чувства ты контролируешь, и ты можешь сделать их спокойными. Вот у тебя внутри столько спокойствия и столько равновесия, и столько баланса, что ты мало того, что сам это ощущаешь, еще и можешь как будто бы немножечко поделиться. Следующим шагом в 10 кубков уже хочется делиться своими эмоциями. В 9 ты переполнен настолько, что из тебя даже вот уже какие-то излишки вытекают. 7 мечей. Тут вор у нас. Рьюс, я не знаю, что такое рус, рьюс. И вор, соответственно. Что-то он украл. Он в маске, он выглядит подозрительно. И он, открывший свой как вуайерист настоящий, открывает свое пальто, а у него там, значит, какие-то тайные секретики. Что-то он там своровал и носит с собой. Птичка в шоке. Такая, да ладно, что там у тебя есть? Я тоже хочу. То ли она внутрь летит, то ли она только освободилась. В общем, что такое Риус? Надо будет посмотреть перевод. 5 мечей. Это дерево, которое из себя и орла представляет, который схватил белую змею, а змея на него нападает. Внутренний канинг. Вот опять же 5 мечей, внутренний канинг. Не все английские слова я знаю, надо будет подтянуть словарный запас. 6 пентаклей. Выздоровление – это дар природы. Природа может тебя исцелить. Выздоровление и исцеление. Вот он такой каменный, у него, наверное, голова болит, но если подключить свою внутреннюю природу, закрыть глаза и отключить разум и включить какую-то интуицию, то природа может тебя спасти. Солнце. Свет и тепло истины.
Истинные в том смысле, что чистоты какой-то, ясности, больше ясности, чем истины. Красивые цветочки цветут, она прям мечтает туда, и прям все ей ясно, чисто и понятно. И при этом тепло. Повешенный. Ой, мамочка. Другой взгляд и инсайт. Это вот третий глаз. Это если ты не соображаешь вот этими двумя. Может быть, они у тебя замылены, может быть, они у тебя запылены, может быть, они у тебя вообще закрыты, может, у тебя их нету, как здесь. Но у тебя завсегда есть третий взгляд, третий глаз, который изнутри интуитивно видит. Это как жрица в этом Light Seers, да? Как он по-русски называется? Забыла. Ну, вы помните, зелененький такой, да, там жрица на обложке нарисована, у которой глаза закрыты, но на самом деле открыты. Потому что там сверху, поверх век еще есть открытый глаз, который за тобой подсматривает. И здесь тоже вроде глаза не видят, вроде ты как бы не в сознании, но при этом у тебя есть какой-то внутренний взгляд, этот глаз, который всегда открыт и всегда подскажет тебе. Пятерка жезлов. Inciting conflict. Что-то внутри какой-то конфликт, да, который сам тебя же изнутри разрывает. Вот они под этими флагами идут вперед, а хочется назад. Не согласен ты с тем, что надо идти вперед. Прям как-то тебя вот прям разрывает. Вот то ли туда, то ли обратно, то ли что. Вот это конфликт больше внутренний, чем с кем-то. Потому что все там идут примерно в одну сторону. И тебя там еще подталкивают и советуют. И флаг-то у тебя давай вперед туда. А душа просится назад. Не в другую сторону совершенно. Четверка жезлов. Что она делает? Ребеночка держит на руках. Радость и награда. Четверка жезлов. Радость и награда. И маленький малыш у нее на руках. Можно с этого момента начинать его воспитывать. Как-то она на русалку похожа, да? На рыбу на какую-то. С этим хвостом. По четверке кубков у нас сердце на замке. За забором прям-таки закрыт человек. Не подобраться к его сердцу. Рыцарь мечей. Ой, тоже красивый какой. Блондин в душе, а снаружи суровый такой весь каменный. Воинственный интеллект. Воинственный интеллект, он прям суров. Хотя внутри такой голубоглазый блондин. Двойка пентаклей. 2 головы, 1 цель. 2 головы, 1 цель. По двойке пентаклей. Это интересное прочтение. Здесь как будто бы 2 человека 1 пентакль уравновешивают, когда в классике 1 человек 2 пентакля пытается и то удержать. Здесь какая-то обратная совсем реакция. У них одна эта палочка, но эту палочку обязательно надо поддерживать, потому что на ней вон там какой-то лепесточек растит, вроде как накренить нельзя, уронить нельзя, надо как-то вдвоем договариваться, чтобы мы оба одинаково вкладывались в поддержание этого цветочка. 2 головы, 1 цель. Отшельник. Ой, какой рыба, вот этот вот фонарик у нее. А здесь дедушка такой с усами, с ушами. Смотрит на эту лампочку, просто глаза нараспашку. Свет твоего собственного пути. Сам себе светишь, сам себе за этим светом идешь. Какой красивый отшельник. Ой, мой любимый вообще. Дурак. Полетели. Полетели. Шаг в неизвестность, да? Как это? Шаг, прыжок, какое-то ныряние в неизвестность. Туз жезлов. Здесь у нас желание. Это настоящий бог. Чистое желание. Оно тебя разрывает. Вот здесь вот 2 половинки лица, которое было каменное или там какое-то деревянное, было полноценное. Но это желание просто разрывает тебя изнутри. И оно огненное, оно яркое, оно не держится, оно прям пышет, пылает и прям вырывается из тебя. Рыцарь кубков. Фонарик у него. Видишь ты. Рыцарь кубков. Паш мечей. Девушка, из которой отражение сердца. Это не рыцарь, господи, что я несу, это рыцарь мечей. Рыцарь мечей, но это отражение сердца. Начала читать про сердце, и кубки сами собой в голове вспыхнули. Какая-то из нее идея проистекает, опять же. Что какая-то мысль есть, которую хочется выпустить. Паш. Королева пентаклей. Как сказать, мир и натуральность. Да? Естественность какая-то. И спокойствие. Ну да, пентакли спокойные. Вот, есть true self еще, однако. Здесь у нас персоналити, а здесь у нас есть
истинная твоя сущность, который преодолевает какие-то ограничения. То есть вот он тоже там в этих корешках, в этих веточках запутался, но он их так разрывает и выходит на свет туда, значит, reveals himself, и преодолевает все ограничения, какие есть. Становится сам собой, true self. Император, что-то задумчивый какой-то. Лорд, правящий, самый главный правящий. Лорд, царь, император, чего вот они одно и то же написали. Все это он сидит, задумался. Что его там так задумал? Он какой-то печальный. Звезда, пульс надежды. Вот какая-то вот есть у нее интуиция, да, на то, что вот как-то закрыть глаза, пофантазировать и найти внутри себя вот эту вот искорку, какой-то изначальный импульс этот надежды, чтобы найти суть своей надежды, суть своей мечты внутри себя. Как хорошо. Десятка жезлов. Усталость и уничтожение. Усталость даже такая. Exhausted – это когда человек не просто устал, а истощен. Истощенность и уничтожение. Elimination полная. То есть по десятке жезлов, ой, все. Эта карта даже немножечко страшнее десятки мечей. Здесь как-то человека прямо, он заканчивается, он рассыпается просто полностью. Elimination. Десятка кубков. Счастье и благосостояние. Все у тебя в порядке. Восьмерка мечей. Границы, барьеры здесь какие-то. Imprisonment – это когда тебя в тюрьму сажают, да? Заточение и барьеры по восьмерке мечей. По шестерке мечей. Носи с собой то, что ты ценишь. Это защита, забота какая-то. По семерке пентаклей. Жди лучших времен. Ну, ожидание, да, карта ожидания. Представляете? Вы посмотрите только, что у меня теперь есть. Вот это да! И я обязательно, где эта моя самая замечательная, я пойду ее прямо сейчас отсканирую себе на телефон. Вот это вот. Луна просто выдающаяся. Пишите, что думаете. Понравилось, не понравилось. Есть у вас такая колода, как она вам в работе. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.